Приветствую, друзья! Около года назад мне уже удалось познакомиться с первой ревизией стационарного ЦАПа Logitech D30 на Asahi Kasei AK4493. Однако до обзора тогда руки так и не дошли. Сегодня я предлагаю поговорить о его обновленной уже версии на куда более современном и точном чипе ESS ES9068AS. Собственно, именно данный чип меня больше всего и заинтересовал в данном устройстве. Слушал пару реализаций на нем, и это был полнейший восторг. Из основных достоинств у Logitech D30 выделим наличие Bluetooth чипа с поддержкой aptX и aptX HD кодеков, полное декодирование MQI потока, какие-то просто запредельные параметры для PCM и DSD и выход на наушники, реализованный на усилителях Texas Instruments Oppo 1612. Обо всем этом, но значительно подробнее, я и предлагаю сегодня поговорить. Собственно, поехали. Упаковка ЦАПа нас знакомится с схематично изображенным внешним видом модели и наличием пройденной HRS аудиосертификации. В комплект нам положили, конечно же, друзья, инструкцию по эксплуатации, карточку с указанием официального сайта компании, пульт дистанционного управления, антенну для Bluetooth, USB кабель метровый и классический уже шнур питания. Блок питания здесь, как и у всех солидных девайсов, встроен непосредственно в корпус ЦАПа. Пульт с внешней части выполнен из матового пластика, компактный, с удобными такими прорезиненными кнопками и питанием от двух ААА батареек. Из функционала на него вынесли, конечно же, друзья, отключение звука мут, регулировку уровня сигнала, переключение активного входа и выхода, а также перебор встроенных в ЦАП фильтров, которых доступно почему-то здесь только 3 штуки. Корпус у Logitech полностью металлический, сверху у него приклеен маленький логотип пройденной HRS аудиосертификации, а снизу аппарат надежно фиксируется на 4 резиновых ножках. Из входов нам доступен уже привычный набор из Bluetooth с aptX HD кодеком, USB оптики коаксиала, а на выходе линейный RCA и 6,35 мм выход для наушников. Переключение между ними осуществляется с пульта, или в основном меню девайса. Удивительно, что помимо стандартного положения для каждого из выходов мы имеем еще и инверсированные их версии. Когда и для чего это может пригодиться, лично мне не ясно. Если что, напишите мне в комментариях. На передней же части мы имеем небольшой такой IPS-дисплей и многофункциональный регулятор уровня сигнала с приятными тактильно-механическими щелчками. Долгое нажатие на него включает и отключает устройство, а короткое переносит нас в системное меню. Здесь мы выбираем входы и выходы, один из 3 фильтров. Можно зафиксировать уровень громкости для режима преамп, отрегулировать джиттер, а также выбрать яркость и время подсветки. Как видите, здесь ничего лишнего. На самом же экране имеем тип воспроизводимого потока, частоту сигнала, активный вход и выход и, естественно, конечно же, уровень громкости. При работе аппарат практически не нагревается, особо места на столе не занимает, да и выглядит весьма солидно. На наушнике мы имеем сопротивление в 1 Ом, мощность 110 мВт на 32 Ома нагрузки и абсолютно чистый фон. Особо тугие полноразмеры, здесь, конечно же, друзья, не подключишь, но до 250 Ом включительно аппарат вполне должен тянуть. Разбор Logitech D30 дело не совсем очевидное, надо и сзади откручивать, и снизу. Заглянуть внутрь, конечно же, можно, но не более. Да там, откровенно говоря, и делать нечего. Никаких заменяемых частей в нем не предусмотрено. Из железа нам установили, практически царский ЦАП ESS ES9068AS. Это самая последняя разработка компании, легко способная потеснить даже флагманские чипы от других производителей. За USB отвечает XMOS XU208, на USB установлен неназванный нам чип от Qualcomm с поддержкой aptX и aptX HD кодеков, а на выходе для наушников стоят усилители Texas Instruments Oppo 1612, что особо должно порадовать ярых противников всяких решений на ТПА. Алгоритм работы здесь просто логичен. Подключаем к RCA усилитель, или свою активную акустику, в 6,35 мм любимые наушники, а на вход источник, от которого мы планируем получать сигнал. Я обычно использую ЦАП со своим ноутбуком, подключив на выход активный монитор Yamaha в 6,35 мм, внутриканальные наушники от Yanin или Kenera. Включать ЦАП нужно специальной кнопкой на задней части корпуса, затем выбираем вход и выход, регулируем громкость, и добро пожаловать в волшебный мир качественного звука. Под Windows 10 аппарат у меня, друзья, конечно же, определился автоматически, сразу способный к работе посредством WASAPI драйверов. Однако для более тонкой настройки и поддержки ASIO интерфейса я рекомендую скачать с сайта и установить специализированные драйвера.
В системе при этом можно установить разрешение до 32 бит 384 кГц, а на панели ASIO доступен выбор задержки и отключение функции защищенного режима, что еще немного уменьшает задержку. А вообще я рекомендую здесь ничего не трогать, дабы избежать различных щелчков или каких-нибудь других звуковых артефактов. Со смартфоном аппарат тоже прекрасно работает, причем вообще на любых приложениях и стриминговых сервисах, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. По Bluetooth САПу тоже можно подключиться. Здесь нам доступны SBC, AAC, aptX и aptX HD кодеки без LDAC. Фанатом такого способа передачи я лично не являюсь из-за очевидных потерь в процессе сжатия, но как для фона или порадовать гостей, конечно же, можно. Замеры, ровно как и у прошлой ревизии данного устройства, меня очень порадовали с RCA выхода и немного расстроили с выхода для наушников. С RCA, как вы уже догадались, все значения в положении отлично. Это чуть ли не лучшие результаты, которые вообще можно получить с моего стенда. Прекрасная ЧХ, шумы, динамический диапазон и абсолютно все возможные виды искажений, в том числе гармонические и интермодуляционные. В случае 3,5 мм выхода все получилось не столь радужно. А ЧХ почему-то имеет небольшое ослабление на низких частотах, сильно выраженные помехи от блока питания, неплохие по результатам гармонические искажения ниже уровня минус 105 дБ, ну и какие-то просто возмутительные интермодуляционные, добивающие аж до минус 75 дБ. Анализатор, конечно, поставил этому параметру значение хорошо, подытожив все оценкой очень хорошо, однако по сегодняшним меркам данный результат довольно-таки посредственный. В плане подачи в Log G30 получаешь вот ровно то, что и ожидаешь. Никаких особых уходов в проработку глубины сцены здесь нет. Однако и нет связанных с данными изысками проблем. Так разнообразные быстрые и тяжелые жанры Log G даются столь же прекрасно, как и все остальные. Да и в музыкальном построении мы имеем чуть выделяющийся на фоне аккомпанемента вокал с явным образом отделенным вторым и третьим планом. То есть D30 стоит привычную нам всем классическую акустическую картину, плюс который сложно оспорить. Как пример, просто невероятная стилистическая универсальность. Все звучит ровно, друзья, как и должно. Музыка очевидным образом воспринимается суммой вполне неплохих по глубине и динамике низких частот, приятной выразительной серединкой и неплохо прорисованными в меру телесными верхами. По детализации аппарат прямо в дотошность не уходит, как и в сухость и мониторность. Звучит САП насыщенно, мелодично, с легкой аналоговой теплотой и весьма неплохой выразительностью. Если говорить о какой-то оркестровой музыке, то сцена здесь мне показалась довольно-таки ограниченной в глубину. Тембральная прорисовка тембров в объем тоже на привычном уху среднем уровне. То есть для какой-то академической музыки или сложного мультиинструментального джаза аппарат, на мой взгляд, откровений не дает. С другой стороны, это больше придирки, хотелки на фоне одноклассников. По техничности же, скорости и точности построения музыкального полотна к Log G30 у меня вообще никаких вопросов нет. Если рассматривать какую-то акустическую или мелодичную электронную музыку, то аппарату хватает мягкости, чтобы сформировать у нас такую теплую музыкальную атмосферу, и при этом достаточно глубины и объема, чтобы тембры буквально оживали в нашем восприятии. Так, джаз в исполнении команды Нильса Ландгрена просто превосходно ложится на достаточно хорошо проработанную акустику, а ритмичные, при этом практически прозрачные биты Натали Райс попали на благодатную почву вполне практически осязаемых вибраций басов и сочной насыщенной палитры средних частот. Не забыл я оценить, как герой обзора отыгрывает тот самый последний альбом Марчеба. Опять же, для меня здесь чуток не хватает развития пространства в глубину, и, возможно, немного яркости. Однако со всем остальным у ЦАПа, на мой взгляд, полнейший порядок. Просто магнетичный вокал, четко прорисованные текстуры тембров и, очевидно, высокий динамический диапазон. Все это, конечно, зависит еще и от вашей акустики или наушников, но буду предполагать, что в этом плане у вас достаточно добротный по качеству сетап. Если же провести еще одну параллель, то в звучании Log G30 хочется выделить какую-то свойственную только этому аппарату твердость, вокруг которой, собственно, и строится уникальный характер героя нашего обзора. И что в положительном смысле отличает его от всех конкурентов.
Лучше же всего, как на мой взгляд, D30 раскрывается в разнообразной тяжелой музыке, танцевальной электронике, блюзе и роке всех видов и мастей. Запилы электрогитар, как электронные аналоговые лиды, звучат ну просто бесподобно. Инструментам вполне достаточно воздуха, четкости и драйва, чтобы довольно реалистично воспроизвести естественную и очень подробную картинку акустического полотна. Ритм гитарам хватает глубины и массы, вокал логично так выдвигается из трека, а всякая грязь и муть высоких частот аккуратно уходит в глубину аккомпанемента. Если вы фанат плотного такого тяжелого звучания с чуть притушенными верхами, то Logi D30 это как раз то, что вам и нужно. Жир, драйв и рок-н-ролл. Так бы я характеризовал звучание данного аппарата. Замена ЦАПа, очевидно, пошла девайсу исключительно на пользу, так как звук стал куда взрослее прошлой ревизии. По наушникам лично я использовал своих любимчиков KBR Aurora, дабы оценить возможности прорисовки и объема тембров. Ну и, естественно, Yanyin Canon и Kinera Skald, которые, на мой взгляд, представляют из себя ну просто высочайший уровень, значительно превосходящий возможности тестируемых мною аппаратов. Ну, дабы раскрыть источник на все 100%. Любители же мониторной сухости могут смело выбирать модели от Moondrop и Blon. С ними синергия тоже превосходная. Подводя итоги, стационарный ЦАП с усилителем для наушников Logi D30 прежде всего меня порадовал довольно-таки стильным дизайном, удобным пультом дистанционного управления, новейшим ЦАПом от ESS, Bluetooth с поддержкой aptX, aptX HD кодеков, MQA, широчайшими возможностями настройки и, конечно же, своим достаточно уникальным по характеру звучания. Особо в нем выделяется какая-то ну просто фантастическая твердость, вокруг которой строится и техничность, и резкость, и драйв. Сцену в данном случае нам решили прорисовывать не особо глубоко, как и не стали уходить в передачу всяческих микронюансов. Ну и высокие мягко так отвели на задний план, освободив пространство для вокала и разнообразных лидирующих инструментов. Само звучание здесь глубокое, мелодичное, с немного смягченными тембрами и достаточно точным разделением планов. Из стилистики оркестровая скорее всего нет, а вот что-то попроще очень даже. Особо мне зашел старый добрый рок, дэткор, джаз и всякая околоджазовая электроника. Это буквально альма-матер для подобных жанров. На мой взгляд, в своей ценовой категории аппарат, ну, безусловно, прекрасен. Это был стационарный ЦАП Logi D30. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.